Привет всем любителям узловой тематики, а сегодня речь пойдет о таком очень интересном узле, как обезьяний кулак. Взглянув на него, сразу становится понятно, откуда же название. На вид этот узел очень напоминает сжатый кулак. Несмотря на то, что выглядит этот узел исключительно декоративным, все же он имеет достаточно широкий ряд полезных применений. К примеру, на флоте этот узел применяется как стопорный, либо для утолщения троса. Либо же с помощью этого узла утяжеляют концы, с помощью которых можно пришвартоваться. Бросить на берег, их приняли и швартуются. Также этот узел используется, по некоторым данным, для ловли обезьян. Банально, узелок этот ложится в кувшин, обезьянка засовывает руку, хватает его, не разжимая кулака, она не может вытянуть руку, и жадная обезьяна оказывается просто поймана. Ну и как еще одно применение, этот узел используют для изготовления кистеня для самообороны. Но в данном случае, говорюсь, нужно быть осторожным с этой штукой, дабы не травмировать себя и окружающих. Узел выглядит достаточно объемным, благодаря тому, что в большинстве случаев при завязании этого узла вовнутрь помещают какой-либо сферический предмет. Как в данном случае, вот у меня имеется металлический шарик. При завязании этого узла я поместил туда более крупный шарик. Также есть способ помещения при завязании этого узла вовнутрь обычного узелка, который находится на краю веревки. Но способ с шариком мне нравится больше. Способ с узлом на конце я также не обойду стороной. Ну что ж, начну демонстрацию именно с завязывания с металлическим шариком. Также можно поместить вовнутрь какой-либо деревянный, стеклянный шарик. Все зависит от того, для чего вам нужен этот узел. Итак, вяжется он вроде как бы и не сложно, но нужно быть достаточно терпеливым и внимательным при завязании этого узла. Вокруг сложенных пальцев мы делаем 3 оборота шнуром. Далее на крайних пальцах, как в данном случае на указательном и на мизинце, наша намотанная веревка остается. Мы наматываем перпендикулярно, как бы переплетая. Также 3 оборота вокруг, скажем так, нашей намотки. На данной стадии как раз таки можно и поместить вовнутрь металлический шарик, чтобы регулировать толщину и помещение именно шарика вовнутрь узла. Получается вот такая вот картина. Далее, оставшимся концом веревки мы делаем опять-таки перпендикулярные обороты вокруг внутреннего плетения. При этом пальцы можно вытянуть, не можно, а нужно, так как будет неудобно вязать. И таким образом мы фиксируем шарик внутри узла, чтобы он не выскочил. Делаем также самое 3 оборота. Не ленимся поправлять шарик, потому что далее будет сложнее поймать его в центральное положение. Есть и третий.
оборот. Так, шарик мы зафиксировали. На данной стадии нам необходимо стянуть наши крупные петли. Делаем это постепенно. И с этого момента начинается самая, скажем так, нудная и ответственная работа. Делать нужно все постепенно и достаточно внимательно, чтобы у нас не получились лишние перехлесты и узел вышел ровным и аккуратным. Вот таким образом. При завязании полого узла, либо узла, в основании которого находится просто небольшой узелок, который мы вяжем на конце веревки, происходит все аналогично. Складываем пальцы, делаем так же самое по 3 оборота. По поводу количества оборотов я скажу чуть позже. Также мы вытаскиваем лишние пальцы, чтобы они нам не мешались. Делаем перпендикулярные обороты, желательно 2. И при этом мы помещаем наш узелок во внутреннюю полость, которая у нас образовывается при переплетении. Почему мне не нравится именно этот способ с помещением узла вовнутрь? Здесь очень много нюансов при подтягивании веревки, и нужно внимательно следить, чтобы не упустить веревку, чтобы она не была лишняя. Конец, точнее, веревки, на котором находится узлообразующий узел. Вот так я загнул. Так. Ну, в принципе, все то же самое. Абсолютно. На данном этапе лучше не переворачивать узел, так как можно запутаться. Ну, принцип, я думаю, понятен. Вернемся к плетению шарика. Ну вот, собственно, и все. 5 минут гимнастики для пальцев, и узел готов. Рабочий конец можно было сделать и длиннее, чтобы его связать, скажем так, с вот этим, с коренным концом, как в данном случае. Но для демонстрации, я думаю, в принципе, этого и достаточно. Для вязки я использовал шарик диаметром 17 мм. В принципе, 3 витков для помещения этого шарика вполне себе достаточно. В данном случае шарик порядком 27 мм, и здесь я уже использовал 5 витков, чтобы закрыть шарик. Хотелось бы, конечно, обратиться к тем, кто хочет использовать данный узел в качестве кистеня. Работайте этим узлом очень аккуратно, дабы не травмировать себя. И запомните, что такие вещи подпадают под разряд холодного оружия. Что ж, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.
оценивайте видео, ну и конечно же жмите на колокольчик. Всем пока!